Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». И сегодня я прожила 95-й день без своего младшего сына Ивана, который ушел от нас 1 мая 2026 года. Меня зовут Екатерина Варади. Я создатель и ведущая этого канала, который был создан прежде всего для того, чтобы помочь людям, которые проживают подобную потерю вместе со мной. Помочь хотя бы тем, что я рассказываю, каким образом я это делаю, и просто от ощущения того, что мы не остаемся один на один с горем. И сейчас мы находимся в отпуске в Бельгии, сейчас в Брюсселе, в очень красивом отеле, одном, пожалуй, из самых красивых отелей, в которых я когда-либо бывала. Очень красивый интерьер, замечательный сад, внимательный персонал, уютно. Ну, просто, вот знаете, действительно ощущение, что все делается не для того, чтобы заработать на тебе деньги, а для того, чтобы сделать так, чтобы тебе было хорошо. Это, поверьте, это очень редкое чувство. И тем не менее, да, и со мной рядом вся моя оставшаяся семья, кроме родителей, с которыми я каждый день общаюсь, муж, старший сын Саша со своей женой, они молодожены, и наша любимая собака Джек. Вот, то есть отпуск, великолепное место, родная семья рядом, плюс я делаю канал, который я считаю тоже одним из своих любимых детищ, извините. И тем не менее, знаете, чего мне хочется больше всего? Вот каждый день практически. Мне хочется просто лежать. Мне не хочется делать ничего, мне не хочется выходить. Мне не хочется смотреть достопримечательности, хотя в Брюсселе я первый раз. И у меня было оправдание в Карловых Варах, потому что там я бывала уже, потому что там я с чистой совестью могла никуда не ходить, а здесь у меня никаких оправданий нет. И я, несмотря на то, что вот уже вчерашнюю ночь я могла бы спать, я практически не спала, у меня бессонница, днем сонливость, полная убитость, ощущение, что я просто какая-то, знаете, такая вялая тряпка, которая лежит на кровати, мне не хочется ни с кем разговаривать. Я, честно вам сказать, испугалась, что у меня уже началась депрессия, потому что, ну, среди стадий горя, стадий принятия горя, да, переживания горя, есть такая, как депрессия, и через нее вроде бы как пройти невозможно. И я до сегодняшнего дня думала, что у меня это, ну, не до сегодняшнего дня, до последних дней, я думала, что мне удастся пройти мимо. Вот. Но я стала читать литературу по поводу депрессии после горя. Эта литература, она меня немножко обнадежила, потому что то, что меня напугало, это то, что вот нет сил, то, что не хочется никуда идти, что есть сонливость днем, ощущение сильной усталости. Это действительно может быть признаком депрессии, но как-то вот в литературе говорится о том, что, ну, для того, чтобы считать депрессию полноценной, человек должен еще ощущать полную неспособность чему-то радоваться любви близких, любить близких, радоваться их присутствию, радоваться работе. Вообще, когда есть ощущение полной бессмысленности жизни, вот тогда это может быть уже депрессией. Но у меня пока, слава богу, этого нет. Но, вы знаете, есть полное ощущение, что во мне живут два человека. Вот один человек, это который спокойный, адекватный, веселый, шутит, хохмит, шутит, веселится периодически, ведет себя как абсолютно нормальный человек. Со стороны невозможно представить, что у него горе. А второй человек – это тот самый человек, который все еще находится в больнице, перед той дверью, где умер мой сын, или даже в помещении, где умер мой сын вместе с ним. Это такое тяжелое ощущение, потому что ты никогда не знаешь, который из них, из этих двух людей, окажется впереди. То есть ты не очень можешь этот процесс контролировать. И мне очень многие люди пишут, в основном пишут женщины. Ну, на самом деле, не только женщины, но в основном большая часть женщин пишет, которые потеряли детей. И вы знаете, он
они все говорят о том, что у них очень похожая ситуация. То есть уже долгое время они не могут забыть своего ребенка, продолжают плакать, продолжают горевать. И очень часто они остаются в одиночестве. И вот знаете, я здесь сказала, что да, вот несколько лет даже это много. Вот здесь опять же вопрос, что есть много, что есть мало в ситуации горя, особенно в ситуации потери ребенка. Потому что вот в литературе считается, пишется, что там по-настоящему депрессия может напасть на человека спустя полгода, год, а то и через 2 года после гибели ребенка. А тот срок, о котором говорю я, то есть это всего 3 месяца, ну, так, в кавычках я могу сказать всего 3 месяца, это типа еще и не срок, это совсем мало. И вот знаете, здесь вообще такая вот, кому-то кажется мало, а мне кажется, что это целая вечность. И я прям, честно говоря, в ужасе, если у меня такое же состояние продлится еще дольше, как я это дело перенесу, потому что, с одной стороны, да, мне легко, я делаю многие вещи с радостью, вот, но боли от этого не становится меньше. И поэтому, когда вот я говорю, что даже кто-то там горюет 3 года, 5 лет, 8 лет, то у каждого здесь, мне кажется, свое мерило и своя линейка измерения времени. Все мы абсолютно разные, и вообще нельзя сказать в данном случае, кому долго, кому коротко. И судить вообще никого нельзя, потому что психика — это такая сфера, в которой мы, в общем-то, совсем не разбираемся. Потому что живем, мы видим свои руки, ноги, зубы, ощущаем глаза. Вот это мы видим, и состояние этих органов мы, как правило, можем знать хорошо. Но уже если мы говорить о внутренних органах, о которых мы тоже знаем, легкие, желудок и прочее, там мы можем иногда даже не догадываться о том, что у нас начинается какое-то заболевание. Что уж говорить о психике, которую мы в целом не ощущаем как таковую, и там о душевной жизни. Вот, и... Собственно, почему, как правило, люди сразу не ощущают депрессию? Потому что поначалу у тебя очень много хлопот. Тебя держит на адреналине. Это, конечно, не тот адреналин, который ты получаешь от радости, но тем не менее. Тебе нужно много чего. Тебе нужно организовать похороны, организовать поминки. Тебе нужно достойно похоронить ребенка. Тебе нужно вести себя, там, поддерживать, если у тебя есть пожилые родственники или маленькие дети, тебе нужно поддерживать их. И плюс ты еще не устал, то есть у тебя еще много сил. Чем дольше времени проходит, тем больше мы истощаем себя. Это я чувствую сама по себе. Я уже жаловалась, вам рассказывала о том, что в предыдущих выпусках, о том, что горе это оказывается физически тяжело. То есть это как будто на тебе таскают мешки, как будто ты разгружаешь вагоны, груженные камнем. Хотя формально ты лежишь на кровати и ничего не делаешь. Это такая удивительная история. Вот. А потом, когда ты понимаешь, что ты, в общем, все уже сделал, и жизнь должна вернуться на круги своя, то оказывается, что этих кругов своих, то есть обычного течения жизни, уже нет и не будет. И нужно придумывать какую-то новую жизнь в новых условиях. И вот тут, мне кажется, человек может на этом сломаться. Вот. И мне кажется, вообще самое страшное, что может быть, это горевать в одиночку. Мне очень повезло, потому что у меня семья очень понимающая в этом плане, то есть и муж, и, которые тоже горюют, естественно, и родители мои, и сын, и окружающие меня друзья, они прекрасно понимают, в каком состоянии я нахожусь. Я стараюсь их этим не грузить, но я знаю, что я могу с ними поговорить об этом, и мне никто не скажет, что, что тебе там уже 1000 лет прошло, а ты все горюешь. Но есть люди, пишут, мне не один человек уже писал, что они проходят этот этап горевания полностью в одиночку, потому что люди, которые рядом с ними, говорят, что проживай горе внутри, не надо никому ничего подсказывать, это никому не интересно, люди не любят горюющих. И получается, что вполне может быть, кстати, вот, что человек, который это говорит, или люди, которые это говорят, они ничего плохого не имеют в виду. Потому что у меня был же эпизод клинической депрессии, которая была подтверждена, диагностирована, я лечилась после рождения первого ребенка. И я помню очень хорошо, как я просыпалась утром, и мне вот уже, знаете, начинались слезы от того, что
я просыпаюсь, я чувствую, что я должна ощущать в себе прилив сил, а у меня вообще никаких сил, у меня сразу начинались слезы от того, что я не знаю, как я проживу этот день. У меня маленький ребенок на руках, а я просто не знаю. И при том, что у меня на помощь были родители, все время находились, то есть они во всем мне помогали, естественно, муж присутствовал, и у меня все равно не было ощущения, что я получаю какую-то помощь, то есть я умом понимала, а физически я этого совершенно не чувствовала. И я помню, мама на меня ругалась: что ты соберись, что ты как рева корова сидишь, плачешь. Я потом, и она потом, в общем, мне призналась, что это было в страхе, она боялась, она пыталась меня таким образом собрать и заставить, да, каким-то образом начать нормальную жизнь. Но она тоже недооценивала, что это уже не я была, это была уже моя болезнь. И я думаю, что многие люди, которые говорят такие вещи, типа «соберись, перестань горевать, горю или горюй внутри, никому ничего не показывай», люди, которые просто не совсем понимают механизм горя, и на самом деле они хотят сделать хорошее, то есть они хотят помочь человеку, просто делают очень это неправильно. И мне кажется, что самое страшное – это пережить горе в одиночку. Собственно, именно поэтому я и начала этот канал. Поэтому, если вы остаетесь одни, если у вас, я могу себе представить ситуацию, что, например, муж не понимает вашего горя, потому что не горюет настолько или не показывает себе, что он горюет, либо у вас нет мужа, и вы живете либо одна, либо с маленьким ребенком, который тоже нуждается в дополнительном уходе именно из-за горя, то, мне кажется, я не знаю, во-первых, нужно поискать, попробовать людей, которые, может быть, в вашем городе, в вашем, я не знаю, даже на онлайн-пространстве есть какие-то общества, в которых люди общаются, люди, которые перенесли то же самое горе. То же самое, как мне кажется, что вы можете обратиться ко мне спокойно. Наше с вами общение не обязательно должно ограничиваться общением на канале. Вы можете со мной списаться. Уже, кстати, есть прецеденты. Я списывалась уже с 2 женщинами, и мы будем с ними встречаться, даже с 3, извините, мы с 3 будем уже встречаться после того, как я вернусь в Будапешт. Но для тех, кто не в Будапеште, мы прекрасно можем поговорить в Zoom, в Google Meet, там, для тех, кто в России или в Украине, есть, может быть, какие-то другие варианты. В любом мессенджере мы можем с вами устроить видеоконференцию. Потому что, на самом деле, моей целью была действительно помощь, а иногда помощь – это просто возможность выговориться и послушать, услышать, что на другой стороне провода есть человек, который не безразличен, который тебя понимает. Потому что я заметила, что больше всего, конечно, легче всего мне общаться с людьми, которые тоже потеряли детей, потому что я точно знаю, что они меня понимают. И вы знаете, мне кажется, я всегда очень осторожна, когда, скажем, в кавычках даю рекомендации, потому что я не специалист. Я везде пишу в описаниях канала, что я не коуч, не психолог. Я просто мама, которая переживает горе. Но я на самом деле повторяю рекомендацию, которую я встречаю в литературе, и я с этой рекомендацией согласна, что нужно все-таки обращаться к специалистам. Я понимаю, что по отношению к психологам, а особенно по отношению к психиатрам, есть такое отношение, что если ты туда пошел, то значит ты псих. И люди этого очень сильно боятся, потому что сами себе не хотят, то есть сами для себя не понимают, что они не сошли с ума и что у них просто такое тяжелое состояние. Но нужно сказать, что всегда нужно все-таки отличать мифы от действительности. И, вы знаете, есть какие-то укоренившиеся в народе глупости, про которые там часто очень говорят психологи. Вот про психологов. Вот в нашей молодости психологов не было, и все прекрасно жили. Но вы знаете, насчет «все прекрасно жили», я абсолютно уверена, что было не так. Очень многие люди страдали, очень многие люди умирали от горя. Об этом мы пишем в литературе, и почему-то вот сейчас никто не отказывается от обезболивания при, например, операциях всякого рода в ротовой полости, то есть даже когда ставят пломбу, то делают обезболивание. Когда я еще была маленькая, такого вообще не было. И почему-то нет людей, которые говорят: ничего, мы же пережили вот
без обезболивания нам все зубы вырывали, да, мы там, глаза были на лбу, и боялись все зубного врача страшно. Вот мой дедушка боялся настолько, что он вообще никогда не ходил к зубному врачу и закончил жизнь беззубой. Он практически, вот у него там несколько зубов было, он боялся этой боли, потому что никому обезболивание не делали. И вот та же самая история с психологами. Время прошло уже давно вперед, и поэтому не стоит вестись на вот это вот, скажем так, общественное мнение. Потому что общественное мнение вам ни друг, ни брат, ни товарищ, ни член семьи. Почему-то, когда у нас заболевает зуб, мы идем к зубному. Когда глаза болят, мы уходим к глазному. Когда сломали палец, к травматологу, а когда сердце, то к кардиологу. И почему-то нам никто не говорит, что у нас тоже сердце болело, мы же не бегали сразу к кардиологу, чуть что. Ну да, в последнее время придумали столько операций, от которых, например, дедушка мой умер от того, что сейчас элементарно лечится. Операция по шунтированию коронарному. И папа у меня прошел через эту операцию и живет, ему сейчас 87 лет. А если бы его не было, он бы умер уже там 25 лет тому назад. И что? Мы же не будем говорить об этом, да, что давайте вернемся к прошлому. И та же самая история с психологами. То есть у нас есть душа, про которую мы ничего не знаем. В большинстве, то есть есть верующие люди, которые в принципе немножко больше, потому что просто они молятся каждый день, они с собой пытаются общаться, они пытаются каяться в грехах, они пытаются осознать эти грехи, осознать наоборот, что хорошее. Они научились делать, но даже это не гарантия того, что вы прям понимаете, что у вас в душе происходит. Работа подсознания вообще от нас полностью скрыта. Поэтому, если у вас болит душа, она не может не болеть после смерти ребенка, то просто сходить к психологу или к психиатру для того, чтобы удостовериться, что с вами все нормально, мне кажется, это вообще не страшно. Я, честно вам сказать, я планирую такой поход для себя, потому что до этого я обращалась к психологу, и я пью антидепрессант, который мне выписали уже очень давно, но я его не пила долго. А потом вот сейчас занялась самолечением, и я не уверена, что это самый лучший препарат из тех, которые может быть, потому что сейчас в состоянии горя, мне кажется, что вполне может быть, что нужно препарат сменить. То есть вот это, мне кажется, стоит обязательно подумать и не обращать внимания ни на кого, кто бы вам что ни говорил. Сейчас у вас, вы должны быть центром внимания, потому что вы еще точно совершенно нужны кому-то на этой земле, своим родителям, своим детям, своему мужу, своим братьям, сестрам, людям, которые, может быть, в будущем, с которыми вы познакомитесь, и ведь мы не видим нашей судьбы, мы не знаем, что произойдет завтра. Да, нас почему-то вот судьба оставила жить здесь, значит, с нами еще может произойти что-то важное в нашей жизни. И может быть завтра, послезавтра кому-то понадобится наша помощь. А для этого мы должны быть в силах. Если мы не находим мотивации помочь себе сами, то хотя бы давайте попробуем найти мотивацию помочь тем людям, которым мы завтра будем нужны. А вдруг? И еще я говорю, да, что общаться друг с другом, идти к психологу, может быть, к психиатру, пытаться объяснить своим родственникам, что с вами происходит, не бояться говорить о своем ребенке, не бояться разрешать себе плакать и не требовать от себя как можно скорее поправиться, как можно скорее перестать разводить сырость. Вот у меня это очень сложно получается, потому что я все время себе подсознательно говорю, ну хватит уже, соберись уже, перестань там и так далее. Вот я стараюсь сейчас себе этого не говорить и пытаюсь привыкнуть жить вот так. И еще то, что помогает мне, это гомеопатические препараты. Есть такие гомеопатические препараты, которые могут помочь при потере. В зависимости от ваших симптомов таких препаратов есть несколько. Вот я заметила, что мне они очень сильно помогают. Я поэтому каждый раз, они разные были в зависимости от того, в какой стадии я находилась. Вот. Ну и я сама уже знаю, при каких симптомах что принимать, и периодически созваниваюсь со своим гомеопатом. Еще раз обращаю ваше внимание, что я ни в коем случае не агитирую ни в пользу гомеопатии, не говорю, что, ребята, все давайте
давайте бегом шагом марш к гомеопату, потому что это супер средство. Оно может помочь, гарантии нет, как в случае с лекарством. То есть я с этим очень осторожна, я просто рассказываю свой собственный опыт. И вы вправе этот мой опыт не услышать, не послушать, сказать, что это все ерунда, не поверите и так далее. То есть каждый человек принимает то решение, которое он считает для себя наиболее хорошим и взвешенным. Вот. И момент такой, что еще вот с точки зрения событий, вот почему я немножко отошла сегодня от своего формата и не говорю про день, как прошел, потому что он никак не проходил. Я валялась дома, и только вечером пошли, мы поужинали вместе с семьей, потом мы с мужем погуляли с Джеком, все. То есть больше ничего не произошло, Джек не умудрился не разбить пока ни одной вазы, мы понаслаждались интерьерами, и на этом все закончилось. Потому что вот, в принципе, вот это вот вопрос про отпуск, мне кажется, что если после, как у вас случилось горе, вам предлагают отпуск, то нужно дважды подумать, прежде чем на это соглашаться. Потому что когда нормальная ситуация, отпуск – это смена обстановки, и когда вы можете отдохнуть, переключиться мыслями. К сожалению, в состоянии горя переключиться мыслями ты не можешь. И отдых дает тебе возможность думать о том, чего тебе совершенно не радует, о своей потере, и поэтому он может привести совершенно к противоположному эффекту. Совершенно другой, и то есть если у вас нет других оснований для отпуска, только отдохнуть, то я не уверена, что сейчас после потери нужно идти в отпуск. Честно вам сказать, вот по своему опыту не факт. Но если у вас есть близкие, то есть если у вас муж, родители, дети, которым нужно отдохнуть, то ради близких, наверное, стоит это делать. Вот в моем случае я делаю это ради близких, хотя они, например, тоже уверены, что мне необходим отпуск и отдых. Я не очень могу им объяснить, что, вернее, могу, но не факт, что они до конца меня понимают, что у меня не очень это получается, вот отдых как таковой. Но ради того, чтобы вот быть с ними, я готова была поехать в отпуск, и я в этом плане об этом не пожалела, потому что я стараюсь, чтобы для них этот отпуск был все-таки безоблачным и привел их в состояние некоего расслабления. Особенно я имею в виду сына и его жену, потому что они очень много работают, и им нужно сохранять силы, потому что им нужно еще много очень сделать в своей жизни. И плюс, безусловно, я общаюсь с родителями, для родителей тоже это очень важно. Но, знаете, конечно, состояние нестабильное, то есть я вот, например, начинаю писать сценарий для видео, потому что я все равно понимаю, что нужно как-то строить свою речь, а не болтать, о чем вот Бог на душу пошлет. Я вот как только начинаю сценарий писать, я начинаю плакать, потому что это опять же не потому, что я о Ване думаю, вот просто вот этот второй человек, он вылезает наружу. И да, меня, безусловно, очень спасает Вера. И, кстати, я хотела сказать, что я посмотрела несколько роликов, которые мне предложил YouTube. И там практически все люди, которые вот, у которых брали интервью по поводу потери, у кого-то там умер ребенок, у кого-то умерла мама, у кого-то умерла сестра или брат, и все говорят, что они больше всего нашли утешение в вере и в том, что они написали себе цели жизни. То есть, что они хотят в этой жизни. И практически у всех среди целей было помогать людям. Вот это очень сильно их, как они говорят, практически все люди разных национальностей, они говорили, что это заставило их пересмотреть вообще свои жизненные ориентиры, пересмотреть даже свое отношение к горю и стать другими людьми. Рассказываю вам потому, что сама прохожу через очень похожее, потому что вот то, что мой канал оказался нужным, и опять же, 4-ю неделю я держу первые 25% среди маленьких каналов, меня это очень радует, потому что значит, что то, что я делаю, востребовано, что я кому-то могу этим помочь. Вот. На этом, наверное, я закончу сегодняшний выпуск, потому что он был такой, скорее, сегодня рефлексия, а не рассказ о том, что происходило. Но вот горе, оно такое. Оно далеко не всегда заключается в действиях или там в чем-то громком. Иногда это такая тихая работа души. И иногда это может даже повторяться. То есть Бог его знает, что будет происходить завтра или послезавтра.
Мои дорогие, я вас всех обнимаю, кто меня слушает. Давайте представлять, что мы с вами вместе. Давайте писать друг другу, давайте разговаривать друг с другом. Потому что не нужно тянуть это в себе одному. Это очень тяжело, это очень, на этом можно надорваться. И нас с вами Господь, Вселенная, мироздание сотворила не для этого. То есть совершенно точно у нас с вами в жизни есть еще какие-то цели, раз мы здесь. Обнимаю вас, посылаю вам много-много любви, много-много тепла и много-много силы. Ну, вернее, насчет много не знаю, но сколько есть, все посылаю. И желаю вам найти свой способ потихонечку уменьшать горе. Спокойно, без задавливания себя и забивания себя в какую-то темную дыру. Просто мне очень хочется, чтобы всем нам стало потихонечку легче. До свидания, мои хорошие.